Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Акиф говорит, что есть вещи, в которых я не уверен относительно потери Аднана. Я скажу вам, когда буду уверен. Баран говорит, что невозможно бросить курить, не достигнув результатов, и в этот момент раздается звонок в дверь, приходит Тарик и говорит, что я пришел спросить, нужна ли мне помощь. Когда Баран говорит «нет необходимости, спасибо», Тарик говорит «я буду рядом, если понадобится», и уходит. Когда Тарик немедленно уходит, и госпожа Хаджер спрашивает, что случилось, ты пришел так быстро. Тарик отвечает, очевидно, они мне не доверяют, они не хотят больше со мной разговаривать. Когда Хаджер говорит, что это нехорошо, Баран начнет расследование в отношении человека, которому он не доверяет, Тарик говорит, да, я тоже узнал, он уже начал расследование в отношении Барана и тоже захочет раскрыть дело Аднана. А госпожа Хаджер помнит, как говорила, что мы бросим тело Тарика и Аднана в озеро и сожжем их головы, никто не узнает, а если кто-нибудь спросит, мы скажем, что их кредиторы пришли и убежали. Если госпожа Хаджер Берфин не заговорит, они ничего не смогут узнать, но настоящая катастрофа произойдет, если она достигнет Исмета и Туфана. Мы должны не допустить, чтобы она дошла до них. Когда Чинар спрашивает, знает ли он что-нибудь, Тарик отвечает, что мальчик не знает. Ничего, я поговорил и решил это. Господин Кудрет спрашивает, сможет ли он помочь, если мы поговорим с человеком, которого Миран видел в саду компании. Дилан и Баран не хотят, чтобы о Миране говорили прямо сейчас, говоря, что они очень напуганы и измотаны этими событиями и им нужно время. Акиф говорит, что даже малейшая вещь, о которой вы помните, может быть для нас подсказкой. Дилан говорит, что я очень старался с тех пор, как попал в больницу, но не могу вспомнить, как будто есть важная деталь, которую я не могу вспомнить. Когда Акиф и господин Кудрет уходят, Дилан говорит, мне очень жаль, я не могу вспомнить, мне бы хотелось помочь вам больше. Баран говорит, не волнуйтесь, если что-то будет, вы вспомните. Что-то, но если ты не помнишь, я найду это, не волнуйся. Пока Акиф и Берфин обменивались взглядами, госпожа Хаджер потянула Берфина за руку и сказала, держись подальше от Акифа. Я слышала, что бараны расследуют дело Аднана, и ты не сделаешь ничего, чтобы показать это. Берфин уходит, говоря, мне надоело, мама, даже если мы попытаемся отпустить прошлое, оно нас не отпустит. Миран берет в руку газету с фотографией Исмета, смотрит на нее и вспоминает время, когда он рассказал о нем Тарику, и Тарик предупредил его, чтобы он не рассказывал об этом никому другому. В этот момент дверь открывается и входит Тарик, а Миран тут же кладет бумагу в свой ящик. Когда Тарик спрашивает, что он делает, он отвечает, что рисовал картинки. Как и спрашивает Тарик, вы когда-нибудь рассказывали Барану об этом человеке? Приходят Баран и Дилан. Пока Баран и Дилан смотрят на Мирана, чтобы узнать, вырос ли наш сын, Тарик говорит, я пришел увидеть Чинара, то есть Мирана. Когда Миран говорит, мама и папа, я очень боюсь, что кто-то тебя обидит, Баран говорит, не бойся, мой дорогой сын, мы все вместе в нашем доме, никто не может нам навредить. Миран обнимает Барана за шею и говорит, папа. Баран говорит, то, что ты пережил, возможно, смутило тебя, но чтобы не было у тебя на уме, спроси меня, и я скажу тебе. Дилан говорит, сынок, мы всегда с тобой, не бойся. Когда Миран, кажется, что-то говорит, Дилан спрашивает, что случилось, мама. Миран обнимает их и говорит, что ничего не произошло, я так тебя люблю. Пока Берфин думал, о боже, я расплачивался за свои грехи в течение многих лет, как будет теперь. Приходит дядя Ахмед и просит его починить его одежду, потому что я хотел попросить тебя об одолжении. Берфин говорит, конечно, я сделаю это прямо сейчас, и говорит, что хотелось бы, чтобы жизнь была такой, мы могли бы это исправить, все, что произошло в прошлом, останется в прошлом. Когда дядя Ахмед сказал, что ему следует много каяться и больше не совершать ошибок, Берфин ответил, я все это сделал, но он следует за мной, как черная тень. Он советует не тратить зря силы, энтузиазм и радость жизни, размышляя о прошлом или думая о будущем. Иногда Берфин говорил, мне хочется кричать во весь голос и говорить это, дядя Ахмед, может быть, для тебя это лучше.
Когда мы видим зло, он советует нам: нет, в том, что мы видим, может быть скрыто зло, перестаньте беспокоиться. Ипек спрашивает, почему Берфин не звонит, и говорит: конечно, если ты не звонишь, сестра Берфин никогда не звонит, но ты не слушаешь, потому что я ребенок. Акифу звонят и спрашивают, речь идет о Туфане. Когда Дилан и Берон остаются одни, им грустно, что Дилан пережил очень тяжелые испытания ради Мирана, но Баран говорит, что с этого момента мы будем думать о своем счастье, а не о своем несчастье. В этот момент, когда Акиф звонит и сообщает, что Туфан сбежал в Грузию, Баран очень злится и спрашивает, как ему сбежать. Акиф говорит: не волнуйся, я этого не оставлю. Берон в гневе бросает телефон на землю. Когда Джейда понимает, что Тарик нервничает, когда ложится спать, она спрашивает, что случилось, Тарик сначала не хочет рассказывать. Когда Джейда Хаджер говорит, что вы с мамой были такими уже несколько дней, определенно что-то происходит, я хочу знать, что произошло, Тарик говорит, что единственное, о чем вам сейчас нужно думать, это наш ребенок. Когда Джейда говорит, что приятно чувствовать его присутствие в моем животе, Тарик обнимает и рассказывает о том, как они проведут вместе все свои первые годы, что мы его очень любим и что мы всегда будем с ним. Лицо Дилана вытянулось, и Берон сказал: не волнуйся, я найду этих людей. Дилан говорит: я знаю, я был благодарен с того дня, как увидел тебя целым и невредимым со мной в больнице. Мы оба могли бы это сделать. Миран мог остаться без матери и отца. Берон говорит: но ничего не произошло, мы оба здесь. Когда Дилан просит тебя пойти, почему ты не пошел, Баран очень злится, и когда он спрашивает: ты действительно ожидал этого от меня, Дилан говорит: да, я этого ждал, у нас есть сын до тебя. А до меня он мог остаться без матери и отца. Баран сердито говорит: разве я не думал об этом, сын наш, но я не мог оставить тебя и уйти куда-нибудь, я бы не оставил тебя и никуда не пошел. Берон говорит: ну что бы ты сделал, если бы это был ты? Я бы ушел. Не верь этому. Даже если это означает смерть, ты не оставишь меня. Он говорит: мы едины, наше право. И неправильное одно и то же. Когда Акиф позвонил Берфину, чтобы спросить, как он себя чувствует, а затем спросил, можем ли мы поговорить завтра на пляже, Берфин ответил утвердительно, и Акиф сказал: я не думал, что он так легко согласится. Я подготовил много предложений в своем разум. Берфин вешает трубку, желая спокойной ночи, чтобы я вас не утомлял. Дилан посмотрела на Мирана, а затем приготовила расслабляющий травяной чай для себя и Барана. Пока Берон вынужден пить чай, Дилан говорит: мне жаль, что я только что встал. Берон говорит, что не из-за чего расстраиваться, я понимаю тебя, возможно, мы немного повысили голос, но эти ссоры тоже о любви. Дилан говорит, что я должен сказать тебе что-то очень важное, но никто не должен это слышать, хотя все это знают, и говорит Берону на ухо: я люблю тебя. Берон говорит, что оно у меня есть, но с той разницей, что я люблю тебя больше. Потом они соревнуются в любви и сладко спорят. Баран берет чай из рук Дилан, целует ее в щеку и смотрит в ее красивые глаза. Говорят: утром нам нужно составить план сначала на работу, а потом всей семьей, чтобы прийти в норму, это будет полезно и для нашего сына. Когда мужчины говорят, что нам не следует выходить на улицу, пока их не поймают, Баран говорит: я понимаю ваше беспокойство, моя жена так говорит. Если бы Дилан спросила меня, что приносит счастье в мелочах, я бы ответил прямо сейчас, тогда она бы поцеловала Барана и сказала бы: спасибо за то, что ты всегда такой понимающий в этот момент. Пока Тарик и Туфан разговаривают по телефону, Туфан говорит, что мне нужно уйти отсюда как можно скорее, Тарик говорит: не волнуйся, я помогу тебе сбежать как можно скорее. Пока Берон разговаривал с Акифом, чтобы узнать, есть ли какой-то прогресс, Дилан сказал, что мне что-то пришло в голову, и один из мужчин разговаривал с кем-то по имени Эсра. Хорошо, позвольте мне разобраться. Тарик и госпожа Хаджер спрашивают, где Туфан, мне нужно узнать об этом и рассказать Исмету. Когда госпожа Азади готовит суп для Джейды и снова приносит его Джейде и говорит, что если вам что-нибудь понадобится, вы можете спросить у меня, Джейда говорит: нет, я удивлена вашим интересом, в конце концов, я не один из коробеев, которых ты любишь.
Госпожа Азади выходит из комнаты со словами: «Нам не нужно любить друг друга, мы должны быть людьми, вы научитесь, чтобы научить своего ребенка. Если вы чего-то хотите, просто дайте мне знать». Джейда в это время плачет и говорит: «Почему я плачу из-за ее собственного плача? Это всегда из-за гормонов». Берфин и Акиф смеются, когда одновременно узнают, как поживает друг у друга. Он дает книгу Акифу Берфину. В то время как Берфин говорит о том, какая она красивая, но я прочитал это, и мне очень понравился мужской персонаж, Акиф говорит, что не нужно далеко ходить, чтобы увидеть этого персонажа. Затем приходит госпожа Айхан, обнимает ее и плачет, называя ее моей прекрасной дочерью. «Не смотри на меня так, просто продолжай разговор, все в порядке», — говорит он. Берфин говорит, что любовь – самое сильное лекарство и единственное, что залечивает некоторые раны. Пока Баран просматривает свои ящики, чтобы купить одежду для Мирана, бумага с фотографией Смета падает на землю, в то же время Баран просто смотрит на фотографию на нем и оставляет газету. Когда Акиф говорит: «Перестань скрывать вещи, чтобы защитить свою семью, я люблю тебя, я не хочу сдаваться», Берфин говорит, что иногда лучше не знать, поэтому позволь мне остаться, как ты мечтал, и уходит. Когда Баран приходит в кабинет, Миран и его дедушка играют в игру, и теперь, когда наша работа окончена, мы можем вместе выпить кофе, но сначала он показывает на свою щеку и просит поцеловать ее. Когда Бэрон целует его на десерт, вбегает Миран с мистером Кудретом. Когда Миран спрашивает, поймал ли ты этого уродца, он отвечает: «Не волнуйся, сынок, ты со мной, я поймаю его там, где найду». Затем Бэрон говорит, что когда Миран увидит этого человека, он немедленно расскажет об этом отцу, и тот немедленно поймает его. Когда Миран, не комментируя, выходит из кабинета, Дилан и Баран говорят, что они не готовы разговаривать и что мы не должны их заставлять. Приходит Акиф, и Дилан выходит из комнаты, чтобы поговорить по телефону. Когда Акиф говорит, что есть ответы, которые я боюсь услышать, Баран говорит: «Послушай, Акиф, прежде всего, мы братья, но если ты не хочешь говорить, я пойму». Акиф говорит, что дело не в том, чтобы молчать, я много лет сталкивался с виноватыми людьми, но теперь есть вероятность, что виноват тот, кого я люблю. Он говорит, что Берфин все знает и скрывает это, а значит, тоже совершил преступление. Баран думает, что есть только один способ понять это. Больше чем он приходит к Тарику и спрашивает, что ты задумал. Когда Тарик спрашивает: «О чем ты говоришь, Баран?», Баран злится и кричит: «Это было очевидно. Твоя внешность, что ты скрываешь». Дилан отправляет Тугбу к Мирану. В этот момент Миран собирался выйти из комнаты, думая, что мой отец поймает сильного уродца и избьет его, но Тугба пришел и остановил его. Баран кричит, что этот вопрос будет решен здесь сегодня, столько секретов достаточно, и когда Берфин слышит голос, Баран спрашивает Тарика, что ты сделал с Аднаном. Когда Тарик говорит: «Занимайся своими делами и не вмешивайся в наши дела», Баран говорит: «Либо ты можешь рассказать мне все, либо рассказать все полиции». Он хватает Тарика за воротник и снова спрашивает его: «Что ты сделал? Что с Аднаном?» Когда Берфин приходит домой и видит, что она одна с Аданом, она вспоминает момент, когда он пытался ее преследовать, и момент, когда Тарик догнал и дрался с Аднаном. Когда Адан пытался задушить Тарика, Берфин спас его, толкнув Аднана, и он. Аднан упал на землю, и его голова кровоточила. Потом он выходит и говорит, что убил его. В этот момент все потрясены и смотрят на Берфина. Когда госпожа Азади в шоке произносит то, что сказала, Берфин повторяет: «Я убил этого человека». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.